Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. Прошло только 3 дня, а на нас уже нахлынула ностальгия по этому городу. И мы уже с нетерпением ждали новой встречи с ним. И вот мы снова здесь, в старом городе Яффа, на этой прекрасной набережной. Чему очень и очень рады. Сегодня мы проводим время на территории порта. Слушаем шум волн. Вдыхаем морской воздух, ловим лучи осеннего солнца. Наслаждаемся особой явской атмосферой. И в дополнение ко всем этим дарам природы ведем с вами исторические беседы. Явский порт – это не просто порт, а один из древних и важных в мире. На Великом морском пути Виа Марис. Путь этот проходил вдоль Средиземноморского побережья. Он соединяет Азию, Африку и Европу. Наверняка немного найдется людей, которые не слышали бы библейскую историю о всемирном потопе, о Ноевом ковчеге, но далеко не все знают, что Ноев ковчег строился именно здесь, в Явском порту. Может быть там, а может быть тут. Этот порт принимал и знаменитые ливанские кедры. Экспедиции за кедром снаряжали египетские фараоны, и цари шумерские, ассирийские, и персидские, и иудейские. Сам царь Соломон ждал эти кедры для строительства первого храма. А знаете ли вы, что возраст некоторых живущих деревьев достигает 2000 лет и более? Теперь знаете, а еще кедр – это символ силы, величия, красоты и бессмертия. А есть ли еще библейские легендарные герои, которые связаны с Явским портом? А как же? А пророк Иона, он ведь отправился на корабле из этого порта. Он слушался веления Бога и провел 3 дня в чреве кита, пока не одумался. А вон там, что за скала там? Это знаменитая скала Андромеда. Согласно греческой мифологии, здесь была прикована красавица Андромеда и отдана на съедение морскому чудовищу. А ее полюбил и спас Персей. И, представляешь, даже женился на ней. Ну, бывает, романтическая история произошла здесь. А еще из Явского порта отплыл Никанор в Египет, в Александрию, к местным мастерам, для того, чтобы заказать у них двери для второго иудейского храма. И произошла история, связанная с буйным характером Средиземного моря, когда уже готовые ворота из Александрии доставлялись сюда, по Средиземному морю, в Святую Землю, разыгралась сильнейшая буря. И моряки в страхе выбросили одну створку ворот, потому что она была очень тяжелая. Ведь сами ворота впоследствии открывались с помощью 20 человек. Никанор вцепился во вторую створку ворот и ни в какую не хотел отдавать, чтобы ее моряки сбросили в море. Он молился истово к Богу и защищал вторую створку ворот. И Господь услышал его молитвы. Буря вдруг стихла. Они прибыли к берегам Святой Земли. И какое же чудо, когда спустились на берег, вторая створка приплыла неожиданно, самым, что ни называется, чудесным образом. Эти ворота были сделаны из меди, с барельефными украшениями, цветы, всевозможные узоры. И это были единственные медные ворота, которые стояли в храме. Они так и назывались – ворота Никанора. Мудрецы посчитали, что они должны оставаться в своем первозданном виде. Все двери храма были покрыты золотом, за исключением этих ворот Никанора. Мудрецы хотели, чтобы люди могли увидеть чудесные ворота в их первоначальном виде. А медные ворота все равно горели золотом, как горела любовью к Всевышнему душа Никанора. Мы говорим, что Яффа – это древний порт. А какой же порт без маяка? Это вот точно. он, Явский маяк, раскрашенный в красно-белые полосы. Сегодня в мире не так много маяков. В Израиле у нас их 6. Наш маяк, пожалуй, самой богатой истории. Он стоял здесь испокон веков, показывая морякам опасную кромку берега с подводными скалами. Вот она, эта опасная скала. Скала Андромеды.
ненадолго маяк и обратим свое внимание на домик рядом с маяком. По христианскому преданию здесь стоял дом Симона Кожевника, у которого останавливался апостол Петр тогда, когда в городе Яффа воскресил любимицу города, святую праведную Тавифу. И здесь рано утром на кровле дома было ему великое видение. И понял апостол Петр, что это божественное откровение о том, что в христианской вере призваны и язычники. В период королевства крестоносцев на Святой Земле рыцари отыскали дом Симона Кожевника. Рядом построили церковь. Потом, уже при исламском правлении, как обычно водится в наших местах, она была перестроена в мечеть и называлась мечетью Минарета. Минарет рядом с маяком от мечети более позднего периода, на этом же месте. Маяк же, который мы видим сейчас, был построен еще англичанами в 1935 году. С электрическим освещением вместо ветхого маяка с керосиновой горелкой и фитилем, существовавший еще с османского периода с 1875 года. Работа смотрителя маяка была очень важна. Яффа помнит старую трагическую историю. В холодную зимнюю ночь смотритель маяка, старый человек, согрелся и уснул. В это время полностью прогорел фитиль керосиновой лампы. А на утро нашли обломки затонувшего корабля. И среди погибших была дочь смотрителя. Вот такая трагическая история. Когда построили в 1875 году маяк, безусловно, необходим был смотритель. И в этом доме поселилась семья Закарян. Михаил Закарян был смотрителем маяка. Кстати, их семья единственная из армянских семей города Яффа, которая не была изгнана в Первую мировую войну из города, а получила разрешение оставаться на своем месте из-за работы Михаила Закаряна, который продолжал смотреть за маяком. Вскоре, после того, как в 1964 году был отстроен новый порт в Ашдоде, необходимость в работе маяка отпала. Долгие годы в дом семьи Закарян приходили паломники и туристы. Им показывали колодец, из которого черпал воду апостол Петр, и саркофаг, который по преданию был вытесан по его просьбе. А потом, после некоторых событий, которые мы опустим, дом Симона Кожевника закрылся для туристов. Для христиан город Яффа был прежде всего связан с апостолом Петром. И уже в византийские времена здесь началось строительство церквей, храмов, монастырей и часовен. Активное строительство продолжалось до раннего мусульманского периода. Крестоносцы в XII веке вновь расширили христианские владения, но ненадолго. Уже после ухода крестоносцев вновь этот район, христианский квартал, он пришел в запустение. И только в 17 столетии первым, кому удалось добиться разрешения турецкого султана на строительство, это французы. Греки и армяне не хотели отставать. Они тоже правдами и неправдами добились фирмана на строительство. И началась новая судьба христианского квартала, новое строительство христианского квартала города Яффы. Это вход в армянский монастырь святителя Николая Чудотворца. Он является одним из самых древних церковных комплексов в мире. Он служил как постоялый двор и принимал армянских христианских паломников, которые пребывали в Яффа и посещали святые места. Расположен монастырь на месте гостиницы, выстроенной в 17 веке и служившей пристанищем для многочисленных армянских паломников и мореплавателей. Армянское предание считает, что в V веке на этом месте стояла часовня, посвященная святителю Николаю Чудотворцу. Монастырь был полностью перестроен в 2008 году. Многочисленные его площади сейчас сдаются в аренду.
Есть интересная история, связывающая этот монастырь с именем знаменитого Наполеона Бонапарта. Многие неосведомленные спросят, а при чем здесь Наполеон Бонапарт? Дело в том, что в 1799 году, после покорения Египта, войска Наполеона приближались к занимаемым турками порту Яффа. Несколько дней штурмовали город. Когда солдаты прорвались, началось страшное. Разъяренные солдаты убивали на своем пути все живое, насиловали и тут же убивали женщин, грабили. Горы трупов валялись под солнцем несколько дней. Еще в Египте в армии Наполеона началось заражение чумой. Но массовый характер оно еще не носило. И из-за ужасных бытовых условий, неубранных и несколько дней разлагающихся тел в Явском гарнизоне началась страшная эпидемия. В этом монастыре развернулся госпиталь для больных, заразившихся чумой французских солдат. Он был завален умирающими. На этой картине Антуана Жангро, придворного французского художника, Бонапарт изображен в госпитале на территории армянского монастыря в Яффа. Наполеону пришлось в спешке покидать город, и взять умирающих от чумы солдат было просто невозможно. Он обратился к врачу с просьбой умертвить порядка 200 человек. Тот наотрез отказался. Тогда Наполеон сказал, что сам это сделает. В результате у постели брошенных солдат оставили опиумный напиток. У входа в монастырь есть таблица, напоминающая о размещении здесь солдат Наполеона. На береговой линии Яффа, вслед за армянским монастырем, располагается монастырский комплекс францисканцев и греческий православный монастырь Архангела Михаила. А что же порт? Жизнь сюда начала возвращаться после Крымско-турецкой войны 1853-56 годов. И после открытия Суэцкого канала в 1869 году регион приобрел первостепенное значение международной торговли. Порт стал оживать, заполнились товарами склады, наладились регулярные рейсы европейских судов. До начала Первой мировой войны в Явский порт стали прибывать суда 6 компаний. Но только с уходом турецкого правления и установлением британского мандата над Палестиной началась новая жизнь, и порт стал расцветать. Англичане сразу оценили его стратегическое значение и принялись модернизировать морские ворота в Палестину. В период с 1920 по 1928 годы британскими властями были сооружены мол и товарная площадь, 875-метровый волнорез из бетона, склады, здания таможенной администрации и, конечно же, новый маяк, о котором мы говорили. В 1936 году количество прибывающих судов достигло рекордной цифры – в 2000 судов за год. Расцвел сам город, увеличилось число жителей, открывались многочисленные новые предприятия, связанные с обслуживанием моряков, туризмом, торговлей и так далее. Но недолго продлилось благоденствие. Вспыхнули арабские беспорядки, еврейские погромы, закрылся порт, магазины, повсюду стояли баррикады, а англичане не стали терпеть беспорядки и провели жестокую операцию под названием «Якорь» и фактически стерли с лица земли часть города, примыкавшего к порту. Окончательно порт закрылся в 1965 году. Тогда открыли новый порт в Ашдоде, и назначение порта в Яффа сменилось с морского на рыбацкий, а несколько лет назад стали здесь развивать туристическую зону. Так старые ангары стали использовать для ресторанов и кафетериев. На набережной Яффы обнаружена новая веха. А что? Именно разрушение британского здания таможни. Что же произошло здесь? Долгое время стояло вот это здание, которое вы видите на фотографии. И
его хотели сохранить. Было очень много сторонников, посчитав, что это уникальное здание, построено британский мандат. Были сторонники И противники. этого здания. Долгое время между ними шла война, и в результате вы видите сейчас, что это здание прекратило существование, и теперь оно просто разрушается в рамках проекта расширения набережной Старого Яфа. Во время съемок нас ждала большая удача. Мы познакомились с легендарным человеком, автором учебников по основам мореплавания и бывшим директором Явского порта Реувином Абрамовичем. Дорогие друзья, мы встретили в нашем порту известного человека, который ватик, уважаемый очень человек, он много знает и о порту, и о здании несчастной таможни, которая разрушается сейчас. Я хочу задать ему несколько вопросов, и мы расскажем, кто он. Да. שלום, מה שלומך? שלום, אתה יכול להציג לעצמך, מי אתה? קצת כמה מילים לזרוק. אני ילד שנולד ביפו ב-1948 והגעתי לנמל, לצופי ים, ב-1959 ומ-59 אני בנמל בתור ילד, בצופי ים, מפליג, הפלגנו. אז אתה יודע המון סיפורים כאן. אז אני יודע המון, גם כתבתי ספר על נמל יפו ואחר כך הייתי מרכז צופי ים, הקמתי את הבית ספר לשייט פה, מרכז לחינוך ימי של משרד החינוך. הייתי מנהל הנמל 10 שנים, וואו. וחקרתי את הנמל, ואף אחד לא יודע את ההיסטוריה של הנמל, והיום הורסים הכל. את כל הנמל, אין כמעט שום דבר שלא הרסו פה בנמל. מה היית להגיד לגבי בניין של מכס שבעבר, חשיבות שלו, שאתה היית באיזושהי התנגדות שירסו אותו עכשיו? כמה מילים, לא... אני מבין שזה סיפור עמוק וארוך. אני מאוד נלחמתי על בית המכס. בעצם בית המכס, שהבריטים הקימו אותו על החורבות של בית המכס הטורקי. הם הקימו אותו כדי שהים לא יעלה למעלה וייכנס כאן לכנסיות. ואני בתור אחד שהייתי מנהל הנמל, היה חשוב להשאיר את בית המכס כי זה היה נכס לכל מיני דברים לעשות, כמו מוזיאון ימי, מוזיאון על יפו עתיקה. הנמל הזה הוא בן 4,000 שנה. זה לא איזה משהו שהיום נולד. והיום הורסים את הכל, כולל את הקצה של השובר גלים, כולל את הסלעים, כולל את המגדלור, שאני נלחם עכשיו שישפצו אותו כי המצב שלו גרוע מאוד. כתבתי ספר על נמל יפו, כל תולדות נמל יפו שאני יודע, שאני חקרתי. ואני פה מ-59, אני יודע מה, 61 שנה. אז אתה מקושר עם כל ההיסטוריה של נמל הזה, של עיר הזאת ושל כל האנשים בסביבה. נכון, אלה שבאים עכשיו, שעובדים פה בנמל, זה נראה. לא יודעים כלום על הנמל, לא יודעים כלום על הנמל, לא יודעים מי בנה, מה בנה, אתה שואל, לא יודעים. זה ספר שלך שאתה... זה ספר שעבדתי עליו 7 שנים. הלכתי לספריות, לכל מיני מקומות כדי לחקור ולוודא מה היה פה בנמל, מי בנה כאן. אף אחד לא יודע מי בנה כאן. בוודאי. אנשים לא יודעים. למשל, יש מגדלור שם שכולם חושבים שהבריטים בנו. לא. מע"צ בנה ב-1954. היה מבדוק בנמל שכולם אומרים הבריטים בנו, אז זה לא נכון. ב-1952 חיל הים בנה את זה. כל מיני דברים שאנשים ממש שלא יודעים. זה עבודה טובה והשקעה טובה מאוד. תודה לך, אנחנו מאוד מודים לך. מזל שתפסנו אותך כאן בנמל ביפו העתיקה, ואני מקווה שיהיה פריחה חדשה, שכל האפידמיה הזאת תסתיים ותיירים יחזרו והתחיל פה חיים נורמליים. אתה גם מקווה? כן, מקווה. תודה רבה לך. אתה מקבל את הספר הזה מתנה ממני. אני מאוד מודה לך, מאוד. תודה לך מכל הלב. אז יופי, יופי.
небольшом клочке земли и моря столько всего слито воедино. Прошлое и настоящее, Легенды и истории, радость и горе, тяжелый труд и искусство, непростые рыбацкие будни. праздный отдых туристов. С вами были Павел и Лариса Платоновы. Подписывайтесь на наш канал и оставайтесь с нами. Ставьте лайки и пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Оставайтесь с нами. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Всего доброго и до новых встреч через неделю.